Что хочу сказать, ребята. Едем Алтай, Сибирь, Алтай, Омск. На расстоянии чуть больше 800 километров. Просто охуеваю от наших просторов. Вспоминаются уроки псевдоистории. Я не понимаю, как тут мог с кем-то кто-то воевать на таких расстояниях. Просто еду на разной скорости, 110, 120, 130, 150, даже 160 ехал. Путь вообще нифига не сокращается. Просто тупые пустыри. Все. Охереть. Разум отказывается в это верить. Вот по этим дорогам, господа, вот по вот этой дороге. Вот не по той, не по той, а вот именно по вот этой, которой сейчас иду я. Вот именно в этом доме жил Игорь Федорович Летов. Сейчас жизнь на какое-то мгновение обрела смысл. На небольшое такое мгновение стало что-то понятно в голове. Приблизительно как после глотка портвейна в далеком 96-м. Того портвейна, сейчас такого уже нету. Я пил портвейн в 16 лет. Стало как-то все по-настоящему, что ли. И в то же время по-сказочному. Вот он-то двор. Господа, вот он-то двор. Вот он, этот Омск. Вот оно все. Где Егор шел со своими мыслями, с гитарой, с пакетами продуктов. Вот эта лужа, я уверен, этой луже уже больше 50 лет. Она только перетрансформируется из жидкого в твердое, в газообразное состояние. Я скажу больше, что еще за ближайшие 50 лет вот именно вот этот камушек, вот именно вот этот камушек за 50 лет, ну, сдвинется максимум вот настолько. Вот без моего усилия вот за столько. Настолько. Вот. За 50 лет. Вот что поменяется, ребят. За 50 лет. Талая вода, ветра его маленько пошелудят. А все вот остальное останется так же. Это доска с отсутствием необходимых на данный момент на ней инициалов. Вот отсюда подавалась электроэнергия для гитары Рихенбахер. Вот отсюда, вот по вот этим проводам, господа, вот по вот этим проводам. Вот отсюда люди смотрели, когда другие люди собирались с Новосибирска, из Томска. Все это было здесь. Все это было здесь. Не где-то в другом месте, не где-то там еще на чем-то. Кстати, место очень похоже на Москву. На Москву, на ее один отдаленный район под названием, на Перово, да? Прям Перовский район Москвы, где, кстати, вырос другой гений, Олд Фишер. Олд Фишер, его мы тоже упомянем в этом зарисовке. Квартиру не помнишь? Ну вот она. Вот они. Вот здесь вот Егор ходил, вот здесь его конверсы, а до этого и советские кеды московской фабрики Триумфа. Так вот наступали. Вот здесь. Вот здесь вот так вот все было. Вот так вот. Вот. На вопрос, Егор, есть ли у тебя автомобиль, всегда следовал ответ. Я люблю ходить по своей родной земле ногами. Машин у меня нет и не будет.
Именно поэтому сегодня я не поехал сюда на своем дорогом авто. Я пошел практически пешком. Пешком, как вот этот человек. Он тоже идет пешком по жизни. У него никогда не будет машины по другой причине. Вот они, эти окна, господа. Вот она, эта дверь. Вот она. Охереть. Надпись «Хой» и прочее, прочее. Вот оно, это окно. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Вы видите эту ткань, господа? Ткань. Видите, нет? Видно? Комментарий напишите, видно ли ткань. Вот эта сетка, ее выпускали в 1982 году. Такой сетки больше не найдете. Ну, на удивление, я честно скажу, ничего не списано, не прописано. Все чинно, благородно. Вот здесь такая же картишка. Такая же ткань. И, конечно, кормушка. Как же без нее? Такого больше не делают. Даже вот купив самую дорогую краску или наоборот самую дешевую, вот такого эффекта, ребят, вот такого эффекта достичь, я вам просто скажу, невозможно. Невозможно. Вот они, эти окна. Вот оно все. Ну что, ребят, какие мысли? Надо было портвейн оставить с 96-го года, хотя полбутылки. Сейчас бы здесь можно было бы сделать этот глоток живительной радости. Один человек шел, он всегда говорил, опять эти волосатые орать будут сегодня ночью. Он тогда помоложе был. Он тогда ребенком был. Ребят, ну что тут скажешь? Пройдемся еще раз с обратной стороны дома. Здесь вот расположен садик. Садик. Ну, район густо населенный в плане того, что хрущевочный район, обычный спальник. Я бы даже сказал, проезжая, вот когда едешь сюда, можно сказать, даже промзоне прилегающий. Вот он, этот дом. Еще раз. Сейчас посмотрим двор. Ну, все здесь Егоркины тропки. Все, абсолютно. Вот куда ни глянь, все это Егоркины тропки. Вот что удивляет и поражает, что нет ни одной надписи. Гроб и так далее. Все чинно, благородно. Вот такой вот дворик рядом. Все мирно. Как говорится, как будто и не было войны. Как будто и не было войны. Вот там в торец где-то сменено 3 дом. Ну, кстати, на 2-м этаже вот я вижу, окна открыты. Если люди не съехали, я думаю, еще помнят звуки гражданской обороны. Много там было войны с Егором. Дело чуть ли не до выселения доходило. Одно время запись самых злых альбомов. Так это назовем. Давайте просто постоим, послушаем тишину.
Вот даже плита вот эта из подъезда. С надломом. С надломом вот этой советской плиты, советской системы. Желтый цвет вот этой вот тоже трубы газовой, походу. Все оттуда, все из прошлого. Кроме вот этого LED фонарика. На дворе 9 июля. Это на века, ребята. Вот то, что вы видите, это на века. Правильно и ясно. Здорово и вечно. Непередаваемое впечатление. На 40 минут жизнь заиграла новыми красками. Появился даже смысл жизни. Он появился. Хотя он, конечно, до этого был, но он был другой. Сейчас пойдем к Егорке на кладбище. На старое Власихинское доброе кладбище. Короче, задумбута зайдешь, там между дачами идешь, между дачами, слева дача, справа дача, между дачами идешь, уходишь на железную дорогу, выйдешь. Долго, блин. Туда не иди, вот так иди прямо. И, короче, выйди сейчас на аллею, там парк будет. Угу. Парк. И потом... А по какой улице выйду-то? По Космическому? Да. Вот, я так и понял, что по Космическому. Да. Ну все, спасибо, будем там держаться тогда. Вот так прямо сейчас идешь, Угу. сейчас в парк выйдешь, потом там это по парку идешь, прям там это вот такая же дорога. Угу. Дорогу переходишь и опять правее уходишь. Угу. Я посмотрел, что там как-то, ага, это самое, загибушка. Да. И увидишь это Чкаловский дом бытый, и вот За ним. заходишь. Все, и спасибо. Там, ну, Все пойму. Ладно, спасибо. Ага, хорошо, спасибо. В общем, вот так вот мы срезали путь. И вот через такой сталкерский райончик держим дорогу. Тут вполне себе живут люди спокойно. Вот. Вот именно по этой дороге, еще раз повторяю, особо одаренный, вот именно по этой дороге ходил Егор Летов на могилу к своей маме. Все, ну как-то вот так. Песню вспоминаете? Кто-то увидел, я думаю, вспомнил что-то. Вот это ему что-то должно напомнить. Канавы с водой. Про трубы. Про бетон. Про колючую проволоку и прочее, и прочее, и прочее. Вот она, эта дорожка. Вот оно, дерево. Ну, это своего рода зона отчуждения между городом, такой небольшой, вот так скажем, промзоной, которую мы видим, да, и вот самим кладбищем. Самим кладбищем. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, центральный вход туда идти, правильно? Туда и направо. Все, спасибо. Спасибо. Здесь долго, да, наверное, лучше по прямой тут. Прилично. Ага, все понятно, спасибо. Идемте вот здесь, я вам
нам напрямую на центральный вход и выйдете. Давайте. Будем благодарны даже. Да мы, блин, уже просто с ребенком подзатаскались сегодня. Сейчас кладбище-то вы видите, каких размеров. Не обойтись за день. Приехали певец у вас, Егор Летов. Ну. На его песнях как бы вырос. Ну, считаю, надо что заехать в гости. Мимоходом даже? Ну да. Я вообще не знаю, почему ни памятника, ничего нету. Дома вот сейчас были на 8, на 5, ничего вообще нету. Как-то, я не знаю, можно было бы сделать. Ну вот бывает и так. Ну да, к сожалению. Да. Вот по этой дорожке и выйдете Напрямую. напрямую, да. Все, спасибо Всех большое. благ. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Ребята и девчата, 3-я аллея. Мы идем в тишине. По убитой листве. Эх, 20 минут ходьбы от дома Егора до места могилы. Доходим до могилки Теребиловой и сразу поворачиваем налево. Это папа Игоря Федоровича, Дмитрий Федорович. Мартемьянова Александра и Летова Тамара. Ну и вот, собственно, то, что мы видим. Егор, огромное тебе спасибо от современников, которые не остались такими же. С Липецка люди приехали. Ну вот такая вот история. До боли печальная. Но сейчас такого уже, к сожалению, нету. Настоящее. Вот именно настоящее рядом, как оно есть. Я очень мечтал сюда попасть, нахожусь как во сне, честно говоря. Плохо, что не был ни на одном концерте при жизни, хотя возможность была. Но как бы вот, как есть.
приключения. Я закинул за спину язык.